Мать на несколько секунд оставила годовалого ребенка наедине с крупной собакой. Когда она посмотрела в окно, то от увиденного не могла пошевелиться. Хозяйка была уверена, что у собаки добрый характер, и он не представляет опасности для их семьи. Но на ее глазах произошло то, чего она никак не ожидала. Все началось, когда Кэтрин и ее муж решили завести собаку для своего маленького ребенка. Они считали, что это поможет их дочери Шарлотте развить чувство ответственности и заботы и даст ей верного друга и защитника. Они хотели купить щенка у заводчика, чтобы получить собаку с нужными качествами, но при этом склонялись к тому, чтобы дать крышу и семью для собаки из приюта. Судьба привела их к спасенному псу, который изначально был приобретен у заводчика, был обучен и спокойно воспринимал людей. Единственная проблема была в том, что эта порода, доберман, имела репутацию несколько агрессивных и непредсказуемых собак. Эту породу изначально разводили как личных охранников, и они были генетически настроены быть прекрасными защитниками для своих и проявлять агрессию к чужим. Поэтому неудивительно, что многих доберманов используют как сторожевых или служебных собак. Их репутация отражает эти характеристики. Хотя современные заводчики стараются вырастить их добрее и дружелюбнее, как компаньонов, но в собаке, которую увидела Кэтрин, было что-то особенное. Видимо, это было связано с непростым прошлым добермана. Этот доберман был спасен из приюта Кэрри Киндер-Витертони в Австралии. Заводчик сначала продал его одному клиенту, но потом обнаружил, что с псом жестоко обращались, и решил его спасти, обратившись в полицию. Состояние питомца было ужасным. Он был истощен с переломанными ребрами, что зафиксировали ветеринары. Тогда даже рассматривали возможность его усыпления. Однако сильное желание жить и вера в людей позволили несчастному животному выкарабкаться и выжить. И теперь Кэтрин, зная всю ситуацию, решила взять именно этого пса. Правда, муж Кэтрин был более осторожен. Однако его опасения были быстро развеяны, когда он поближе пообщался с питомцем и узнал о тяжелой судьбе собаки. Заботливая Кэтрин не могла не влюбиться в такого добермана сразу же после знакомства. Он имел характер, который заставил ее чувствовать себя комфортно. Так что, несмотря на все первоначальные сомнения мужа и знакомых, она взяла добермана и назвала его Хан. А дальше она с нетерпением ждала, чтобы познакомить нового члена семьи со своей 17-месячной дочерью. Но это не значило, что она была безрассудной, доверяя своего ребенка большой собаке. Хозяйка решила принять все меры предосторожности в первые дни, когда Хан наконец-то оказался дома. Ни она, ни ее муж не спускали с него глаз. Пес был очень благодарен новой семье, при этом сохранял спокойствие, никак не мешая людям. С большой любовью принял человеческого ребенка, очень осторожно и внимательно обращался с малышом. Шарлотта же была чрезвычайно восхищена своим новым мохнатым другом и старалась проводить время рядом с ним. Родителям нравилось поведение Хана, он всегда был спокойным и ласковым. Кэтрин думала, что приняла правильное решение, хотя она оставалась настороже, когда собака и ребенок играли вместе. Прошло несколько недель. Однажды Кэтрин оставила Хана играть с дочерью во дворе буквально на несколько секунд наедине, пока она мыла посуду на кухне. Как будто чувствуя что-то не так, она посмотрела в окно и увидела сцену, которую никогда не забудет. Но прежде чем она успела что-то сделать, все произошло и было уже поздно. Хан мягко толкал Шарлотту своей мордочкой, чего Кэтрин никогда не видела в его поведении раньше. Он отталкивал ребенка ближе к двору, как будто пытался заставить ее реагировать и послушаться. Шарлотта продолжала упорно двигаться к траве и кустам. В следующее мгновение Хан взвизгнул, резко ухватил малышку за подгузник зубами. Кэтрин видела это в окно и закричала «Хан!».
Время для нее как будто остановилось. Наблюдая с ужасом за происходящим, она не могла пошевелиться. Женщина неоднократно слышала о собаках, нападавших на детей, и, может быть, именно это и случилось с Ханом, учитывая его травматическое прошлое. Она не могла отделаться от чувства вины, что это ее вина, ей не следовало подпускать таких опасных собак к своему ребенку. В следующую долю секунды Хан сделал нечто, что почти заставило сердце матери остановиться. 45-килограммовый пес легко схватил Шарлотту за подгузник и отбросил ее примерно на 3 метра во двор, словно она была тряпичная кукла, а не человек. Кэтрин не могла поверить своим глазам и испытывала шок. Не зная, что делать, у нее была только одна мысль: ей надо бежать спасать своего ребенка. Кэтрин рванула во двор к дочери и быстро подняла ее. Она быстро осмотрела ее, чтобы убедиться, что девочка цела. На удивление, ребенок имел только несколько незначительных царапин и больше ничего. Повернувшись к Хану, она почти ожидала, что он также нападет на нее, но вместо этого собака сделала нечто странное. Хан старался встать, он задыхался, а из его пасти текла пена и слюна. Он поднял переднюю лапу, как будто она была повреждена, затем прилег. Дыхание стало тяжелее, и он потерял сознание. Состояние Хана ухудшалось прямо на глазах у Кэтрин. Здесь явно что-то произошло. Кэтрин не могла понять, что случилось. Она была в панике и испытывала чувство беспомощности перед ситуацией. Тогда она увидела на траве недалеко от места, где играла девочка еле шевелящегося тайпана, одну из самых ядовитых змей в Австралии. Укус этой змеи может быть смертельным даже для взрослого человека. Только теперь Кэтрин поняла, что произошло на самом деле. Хан пытался отогнать девочку от опасности, а когда змея была опасно близка, то отбросил Шарлотту и принял удар на себя. По сути, пожертвовал своей жизнью ради ребенка. Затем из последних сил Хан перекусил змею и пытался подойти к хозяйке, но яд уже начал действовать, и он упал без сознания. Кэтрин понимала, что оставались считанные минуты, и она не могла его оставить вот так вот умирать после того, что он сделал для семьи. Хану срочно нужно было попасть к ветеринару и получить противоядие, иначе у него не было бы шансов выжить. Только вот была одна проблема. Кэтрин находилась дома одна с маленьким ребенком и 45-килограммовым псом. Но оставить его умирать женщина просто не могла. Сначала Кэтрин усадила ребенка в детское автокресло, затем, собрав все свои силы, она подняла раненую собаку и каким-то образом уложила ее в багажник автомобиля. «Теперь, если бы вы попросили меня нести такого пса, то я бы точно не смогла», — сказала она позже в интервью. Адреналин, бьющий ключом, делал ее способной к таким действиям. Из-за этого она могла поднять с земли практически свой вес и отнести его к машине. Потом женщина понеслась к ветеринару с раненым псом в багажнике, едва соблюдая правила дорожного движения. «Я даже не останавливалась на красный свет», призналась она позже в интервью. Кэтрин приехала к ветеринару, который сразу же принял Хана и дал ему укол противоядия. Хотя Кэтрин очень хотела узнать, как дело обстоит у ее собаки, ветеринар сказал, что им придется ждать до следующего утра, чтобы увидеть, сработал ли антидот. Женщина неохотно поехала домой, не зная, что будет дальше. Укус тайпана обычно смертельный, но, возможно, Хан не получил полную дозу яда и смог пережить ночь благодаря своему размеру и весу. К тому же однажды Хан был на грани смерти, но его сильный характер помог выздороветь. Эксперт полагал, что шансов у собаки крайне немного, поэтому сразу об этом сказал. Он не хотел давать Кэтрин и ее мужу большие надежды на спасение питомца, чтобы они были готовы к трагическому финалу. Главное, по словам ветеринара, что ребенок не пострадал.
Кэтрин не могла уснуть и молилась всю ночь, чтобы хан выжил. Она не закрывала глаз и смогла прилечь только под самое утро на часик. Ее разбудил звонок от ветеринара. Молодая женщина с замиранием сердца слушала вердикт специалиста, а по ее щекам текли слезы. Хан был в стабильном состоянии и мог вернуться домой немного позже, уже вечером. Семья была на 7-м небе от радости и счастья. Ведь хан не просто пес, это самый родной член семьи, который отныне будет получать все самое лучшее наряду с Шарлоттой. И никаких сомнений в его доброте и верности.